А теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисович. Надо все шумят. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины? Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Пора узнать, что я могу. На помощь призову пургу во льдах навечно. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день откажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бесшумней, что холод всегда мне был по душе. Вот замечательная песня, и сейчас такой эмоциональный момент, потому что исполнительница Амелия и ее мама у нас в студии. Привет, Амелия, и здравствуйте, Лиля. Здравствуйте. Рада, что вы до нас вместе добрались. И, знаешь, хочу сразу тебя, Амелия, спросить. Вот ты уже такая прямо звезда, эту песню пела и в Киеве, и тут на сцене на большой, да, все тебя видели. Расскажи, почему вообще эта песня, как ты ее выбрала? Можно? Расскажи нам. Это мама вообще-то выбрала, чтобы я ее пела. Так. Но вы, наверное, до этого мультик смотрели. Как у вас так все получилось? Ли, может, вы тоже скажете нам? Я только что узнала, что это я выбрала песню. Так, бывает. Я, собственно говоря, и слышала ее только от Амелии. Ну, конечно, это был ее один из любимых мультиков, очень музыкальный, в котором много песен. Амелия у нас певица с рождения. Мы еще не говорили, но уже пели. Вот. И мультики она выбирала, соответственно, те, в которых максимальное количество есть музыки и песен. И этот не стал исключением. Песню как могли выучили, ну и, собственно говоря, исполнили. Расскажи нам немножко, Амелия, вот как все было. Вот вы тогда еще были в Киеве, спустились с мамой в этот подвал. Что там происходило, что ты там видела, как это было? В подвале Ну да. нам было там очень тесно и совсем нехорошо. А как песня помогла вот другим вот поднять вот настроение? Думаю, что да. Как отреагировали все остальные? Ну, когда сразу запела прям так быстро, когда прям сразу запела, то все очень затихли. Даже малыш перестал плакать. А много было детей вместе с тобой в этом подвале? Ну, Не помнишь? наверное, много. Как вам сказать, не знаю. Как вообще вы добирались потом от Киева до вот безопасного уже полностью места, до Польши? Тяжелый был путь с дочкой? Ну, она ехала без меня, она с бабушкой и с братом ехала. Я к ним присоединилась спустя определенное время. Через 10 дней где-то я к ним приехала. Тяжело они добирались, да, потому что это была электричка, только сидящие места, деревянные сидушки, и сидушка, которая рассчитана на двоих, на ней, как оказалось, потом сидело 4. Плюс был определенный маршрут передвижения запланированный, но за счет того, что те города, через которые электричка должна была проезжать, поддались бомбардировке, и там, я так понимаю, была повреждена часть дороги, менялся маршрут, поэтому они ехали значительно дольше, чем планировалось. С детьми, конечно, это очень тяжело. Очень многие люди сидели просто на полу. Расскажи, а ты скучаешь сейчас по Киеву, по своим друзьям? Да, очень. А пока мы больше всех. А пока мы больше всех. Ну, это ты Расскажи скажи. нам. А пока мы больше всех. Пока мы больше всех. За кем ты тоскуешь? Я очень тоскую за папой и за бабушкой. Они там. Ну да, в Киеве остались. А можешь нам исполнить фрагмент своей песни? Как вот
Спой нам, пожалуйста. Или это, или Нам, какой-то другой. да, что вот, ты и поешь для наших зрителей Для наших тоже. зрителей все сейчас Можно смотрят. такое чудо Можно солнце на сделать? небе сия? М, Я спою «Отпусти и забудь». Давай лучше Ладно? солнце в небе сия. Ну, Ну, что тебе ладно. нравится? Солнце в небе сия. Давай, мы еще не слышали. Выйди, сонечко. Молчу, простите. Вийди, сонечко, до нас на поріг. Кинь свої промінчики, хай розтане сніг. Вийди, сонечко, всіх нас обійми, подаруй нам щастячка, щоб раділи ми. Щиро пісня луна, розквітає весна і дарує пісні і тобі, і мені. Сонце в небі сія, посміхаюся я, вся родина моя, Україна моя. Співай, співай, пташечку, під вікном моїм, заспівай ту пісеньку, що до серця всім. Лине наша пісенька в сині небеса, а вокруг сміхається весняна краса. Щиро пісня луна, розквітає весна і дарує пісні і тобі, і мені. Сонце в небі сія, посміхаюся я, вся родина моя, Україна моя. Очень здорово. Вот Це чувствую. дуже гарно, Да. це дуже гарно, дуже мило. Дякую. И у меня вот к вам такой вопрос, потому что, ну, как вы уже, Лиля, сказали, с детства поете, раньше начали петь, чем говорить, и можно было представлять, что это вот такой путь к голосу Украины, вот настоящему, вот певица украинская, а так получается сейчас, что это голос Украины в Польше, потому что мы знаем, что еще вот концерт был в Лоде. Также можно ли что-то вот рассказать, как туда попали вот на этот концерт, вот как вот это произошло? Ну, вы все правильно сказали. Действительно, наверное, так получилось, что вот Амели есть в какой-то степени как представителем детей Украины. А, Та я? Вот Нам да, позвонила- там тебя показывают. Да, правда. нам позвонили от Тины Кароль и предложили принять участие вместе с Тиной в этом концерте. Так сложилось, что Тина — любимая исполнительница Амелии, поэтому, конечно, мы с радостью это восприняли и, естественно, отказаться не могли, и понимаем прекрасно, что нам еще учиться, стараться и заниматься. Вот. Но рядом с Тиной побыть вместе очень-очень почетно и очень радостно было для Амелюши. Наверное, если вот говорить так глобально, то там нельзя не говорить о планах в Украине, но это после победы, конечно же, это всем понятно. Но вот пока происходит эта война, что в Польше, какие планы, как собираетесь дальше, как жизнь сложилась на данный момент в Польше? Ну, спасибо огромное, конечно, в первую очередь хочу сказать Польше. Это невероятно то, что они делают для Украины, то, что они делают для нас, для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Опять же, понятное дело, что душа болит за тех, кто там остался, за своих родных, близких, кто страдает сейчас и вынуждены жить в таких условиях. Вот. Нам повезло, у нас все сейчас хорошо, мы живем в спокойном месте, в уютном доме, где есть все необходимое для жизни, где Амелька, очень надеемся, завтра-послезавтра пойдет в школу, где мой старший сын точно так же продолжит свою учебу, потому что в Украине сейчас это практически невозможно. Все нормально. Касательно планов, будем заниматься. Как оказалось, нужно заниматься вокалом. Мы просто не придавали этому значения и серьезности никакой. Но будем заниматься, будем надеяться, что будем выступать. Амелия, еще скажи нам, пожалуйста, вот как впечатление, как ощущение, когда ты стоишь на сцене, вот мы видели кадры, да, ты стоишь, вокруг тебя огромное количество людей, целый зал. Как это? Расскажи.
Мне там очень понравилось, там все было хорошо, но я очень стеснялась. Ну, это, наверное, пройдет со временем. Вы репетировали, наверное, собираешься да, ещё? выступать ведь дальше, да? Да. Как вот, я вот маму твою спрашивал, а вот хотел и у тебя спросить, как тебе вот в такой роли, что ты сегодня ну, представляешь практически всех детей Украины, украинских детей и в Польше, и в мире, ты вот как голос украинских детей. Как ты себя вот в такой роли чувствуешь? Очень хорошо. Да, ей нравится. Она любит внимание. А вот если вот так представить, что наша аудитория — это весь мир, вот что бы дети Украины твоим голосом могли бы сказать миру? Что бы ты хотела сказать? Кому? Ну вот Всему миру. вообще людям, которые нас смотрят, Украину. всему миру. От детей, От детей Украины. Украины, да. Вот. Вот ты за всех детей Украины, что бы сказала? Даже не знаю. Ну что там у нас происходит в стране? Может быть. У нас война в Украине. Что дети чувствуют, когда вот приходят взрослые и говорят: дочка, у нас война началась? Вот что ты почувствовала? Ну, мне тогда стало очень страшно. Очень страшно. Я за Касю очень боялась. Наша кошка. Мгм. Я ее очень люблю. Я представляю, как ей там неудобно в этой переноске. Вы ее привезли с собой сюда? Осталась она? Папа Да. за ней присматривает. Мгм. А что бы мама сказала, вот мама голоса всех украинских детей? Я об одном только молю Бога, Вселенную, не знаю, кого еще, чтобы поскорее закончилась эта война, чтобы поскорее перестали умирать люди. Самое страшное то, что умирают дети. Это продолжается, этому нет ни конца, ни края. Это нужно остановить всеми силами. Как-то, не знаю, собраться, собрать все возможные ресурсы, потенциалы, молитвы, слова, действия, оружие, силы и просто это прекратить. Так не должно быть. Дети должны заниматься творчеством, петь, рисовать, танцевать, делать все, что угодно, только не умирать. Хочу Да, просто, чтобы закончилась скорее эта война, и те, кто ее начал, чтобы были просто жесточайше наказаны. Поверьте, ми цілком поділяємо ваші жадання і ваші слова. Дякую велике вам за те, що сьогодні до нас прийшли. Большое вам спасибо. Лілія, Амілія, дякую так само. Да, велике. спасибо Амелия. большое. И очень Спасибо. красивая песня, и очень красивая корона. Так что приходи к нам еще. І Хорошо, чудесно. Дякую, живи в Бардзе. безопасности. Большое Щиро спасибо. дякуємо. Щиро дякуємо. Ну а тим часом